Прошлый чемпионат мира задал высокую планку. Все помнят форму сборной Нигерии от Nike, которую называли чуть ли не лучшей в истории турнира. Прошло 4 года, и впереди новый мундиаль. В этом выпуске мы с вами заценим, в чем команды будут гонять на ЧМ в Катаре. Глянем, что приготовили топовые бренды, и разберем работы не особо популярных компаний. Выясним, кто облажался, а кто выкатил красоту. Это обзор всех форм Мундиаля 2022. Будет интересно, как вы любите. Начнем с общей картины. На 32 участника чемпионата мира приходится 9 брендов. Если на клубном уровне мы фиксировали снижение активности большой тройки, то на ЧМ картина однозначная. Nike, Adidas и Puma одевают 26 сборных. Это 81% рынка. Большая тройка не спонсирует Иран, который из-за санкций ориентируется на внутреннего производителя, Эквадор, Данию, Тунис, Коста-Рику и Камерун. Не самые популярные сборные, согласитесь. В этом обзоре мы сгруппируем команды по брендам. Начнем с контор, у которых по одному партнеру, и закончим большой тройкой. Капа больше любит клубный футбол, поэтому неудивительно, что в их профайле всего одна сборная. Тунис. При этом это тоже можно назвать успехом, ведь всего лишь 4 года назад на чемпионате мира 2018 у Капы не было ни одного партнера. Все 3 формы Туниса сделаны по одному шаблону, но в разных цветах. Домашняя красная, выездная белая, третья оливковая и вдохновлена оливковым маслом, важным экспортным продуктом страны. Узор напоминает доспехи, которые нашли в Тунисе в 1909 году. Считается, что их носил легендарный карфагенский полководец Ганнибал. Паттерн на футболке повторяет узор на доспехах. Вдобавок, Капа выкатила для Туниса еще 2 футболки – предматчевую и тренировочную. Предматчевая выполнена в черном цвете с красной графикой, вдохновленной прозвищем команды «Орлы Карфагена». Тренировочная майка белая и с геометрическим узором, напоминающим созвездие. Из-за санкций Европы и США сборная Ирана одевается у местного производителя под названием Маджид. В январе Иран выкатил домашний и выездной комплекты в одинаковом стиле. Белая и красная футболки с волнистой полоской на груди. Но за пару дней до старта ЧМ технический спонсор обновил форму иранцев. Основной комплект белый, с узором иранского гепарда на плечах и рукавах и с отделкой на манжетах и воротнике в цветах флага. Выездная кипа на том же шаблоне, только в красном цвете. Эквадор также одевается у местного бренда. Название компании Marathon Sports. Сотрудничество длится уже почти 30 лет. Стоит отметить, что Марафон неплохо поработал над комплектами Эквадора. Сборная получила 3 формы. Домашняя футболка ярко-желтая с тонким зигзагообразным узором. Прикольно смотрятся вставки на плечах и по бокам. Но самое главное – детали и фишки. На всех 3 майках изображена карта Эквадора на верхней части спины, а на внутреннем подоле есть надпись «Эквадор» на 6 разных языках. И если домашнюю футбу вывернуть наизнанку, то там будет прикольная альтернативная эмблема. Выездная джерси темно-синяя с интересным, но непонятным узором. Можно было как минимум сказать, что он вдохновлен традиционной эквадорской графикой, но такой инфы в пресс-релизе нет. Третья форма белая с едва заметным узором и радующий глаз окантовкой. Хумель и сборная Дании практически синонимы. Их форма на чемпионат мира 2022 несет в себе особый посыл. Не новость, что многие сборные были недовольны ситуацией с правами рабочих мигрантов в Катаре, которые строили спортивные объекты перед турниром. Они трудились в ужасных условиях. Сообщалось о тысячах или даже десятках тысяч погибших рабочих из Индии, Пакистана, Непала, Бангладеша и Шри-Ланки с 2010 года. Дания неоднократно осуждала ситуацию с рабочими мигрантами, а на ЧМ сыграет в особенной форме от Хумель, через которую протестуют против нарушений прав человека. Технический спонсор сделал 3 комплекта – красного, белого и черного цветов, сделав эмблему Дании и свой логотип почти незаметными. С новой формой сборной Дании мы хотели послать двойной сигнал. Идея комплектов не только вдохновлена турниром Евро-92, отдавая дань величайшему футбольному успеху Дании, но и выступает против Катара и нарушений им прав человека. Вот почему мы сделали почти незаметными все детали, включая наш логотип и шевроны. Мы не хотим быть на виду во время турнира, который стоил жизни тысячам людей, сообщили в Хумель. Датчане хотели выходить на игры в предматчевых комплектах с надписью Football Supports Change, но FIFA эту форму забанила на основании того, что спортивная экипировка не должна иметь никаких политических, религиозных или личных лозунгов, заявлений или изображений. New Balance, похоже, самое главное разочарование турнира. Коста-Рика получила банальные, абсолютно неинтересные 2 формы. Домашняя футболка просто красная с белой окантовкой на вороте и синей на рукавах. Выездная такая же, только белая. Полное разочарование.
Камеруном приключилась странная история. Летом, за пару месяцев до старта чемпионата мира, он рассорился со своим техническим спонсором, компанией Лекок Спортив. Зачинщиком скандала стал босс Федерации футбола Камеруна Самюэль Этоо. Организация внезапно заявила, что расторгает контракт, который был рассчитан до 2023 года, объяснив все очень абстрактно. Якобы французский бренд не выполнил свои обязательства и не соблюдал сроки оплаты. Лекок Спортив, кажется, был в шоке и все отрицал. Прикол в том, что Лекок Спортив и Камерун к тому времени уже согласовали дизайн формы и утвердили его у ФИФА. Экипа получилась довольно стильной. Сами зацените. Но в итоге в августе Камерун заключил контракт с американским брендом One All Sport. Но есть два больших нюанса. Во-первых, у OAS вообще нет опыта в футболе. Во-вторых, компания специализируется на экипировке для гонок. Как итог, форму представили только за 2 недели до старта Мундиаля, и к ней немало вопросов. Все 3 комплекта выполнены на одном шаблоне, но в разных цветах. Домашняя экипа зеленая с красной и зеленой отделкой, гостевая бело-зеленая и яркими вставками на руках, а третья красно-зеленая. Честно говоря, выглядит как-то уж очень дешево и старомодно. Продукция Лекок Спортив симпатичнее. Что интересно, за 2 дня до релиза парижский суд постановил, что именно Лекок Спортив должен оставаться техническим спонсором на чемпионате мира. Камерун, похоже, готов наплевать на это решение. А это значит, что впереди будут новые суды, и африканцы могут попасть на солидный штраф. Большие бренды выкатывали формы пачками. Начнем с Пумы, у нее 6 партнеров. Марокко, Гана, Сенегал, Швейцария, Сербия и Уругвай. На этом чемпионате мира немецкий бренд снова экспериментирует. Зайдем издали. Помните, как Puma ломала стереотипы в клубном футболе? Ее клиенты получили необычные футболки, где название команд было написано оригинальным шрифтом внутри 2 горизонтальных полос. Кстати, сборные на прошлом Евро получили примерно такие же. Лого Puma маячило по центру, а эмблемы команд исчезли с видных мест и на некоторых майках стали паттерном. Похожая история и сейчас. Фишка номер 1. Все центрировано. Если идти сверху вниз, то сначала лого Puma, потом эмблема, потом номер. В этом плане лишь Швейцария чуть отличается. Вторая фишка – номера помещены в огромные панели разной формы. Как вам такой креатив от Puma? Ребята со стажем наверняка найдут сходство с коллекцией от Nike Total 90, которая выходила в период Евро 2004. Кстати, та коллекция моя самая любимая. Но в целом болельщикам идея Puma не зашла. Например, на портале Football Kit Archive, где фанаты могут ставить свои оценки формам, выездные футболки Швейцарии и Сербии с оценкой 1,7 из 5 заняли последнее место среди комплектов всех 32 команд. Домашние формы обошлись без креатива и получились какими-то банальными, что о них особо-то и рассказать нечего. У Ганы белая футболка с традиционной звездой по центру, рукава отделаны в цветах флага. У Уругвая просто голубая майка с белыми вставками и пуговицей. Сделано просто, но выглядит приятно. У Марокко красные джерси и зеленые детали. На груди 2 зеленых прямоугольника. Источник вдохновения – форма, в которой сборная играла на чемпионате мира 98. У Сенегала белая футба и на груди шеврон в цветах флага. У Сербии красная майка с паттерном креста, как на эмблеме. Я долго думал, как же нам выбрать лучшую форму чемпионата мира, и решил, что будем по очереди оценивать каждый комплект. Каждый день в Телеграме будем выкладывать фотографии той или иной формы каждой сборной, и домашней, и гостевой, и вы будете ставить ей свою оценку. По итогам опросов будет составлена средняя оценка комплекта. В конце сделаем турнирную таблицу. Всех жду, присоединяйтесь. У Adidas на одного клиента больше, чем у Puma, но у этого бренда работа выглядит намного интереснее. В первую очередь стоит сказать, что и Adidas не обошелся без экспериментов, поместив на продукцию обновленный логотип. Остались только диагональные полосы разного размера в виде горы, название бренда исчезло. А еще у всех команд, кроме Германии, будет единый шрифт номеров и фамилий. Выглядит он довольно круто и запоминается. А теперь пройдемся по каждой сборной. Домашняя форма Германии сочетает белую основу с черным и металлическим золотом. По центру вертикальная черная полоска, которая вдохновлена гоночной трассой. В похожем стиле была выполнена гостевая экипа немцев на Евро 2008. На выездной майке бросается в глаза черно-бордовая графика. Узор — это размытая буква D, взятая из слова Deutschland. А размыта она для того, чтобы показать динамичный футбол, в который играет нынешняя команда. В домашней форме Бельгии обыграли прозвище «Красные дьяволы». Рукава как будто обжигают языки пламени. На белой выездной футболке выделяются приятные глазу детали, также отсылающие к огню. Кажется, получилось стильно. Очень топовую форму получила Япония. Домашняя синяя футболка украшена стаей журавлей оригами и массивной эмблемой.
Оригами – популярное искусство в Японии, а журавль – почитаемая птица, символизирующая бессмертие, процветание, счастье, семейную гармонию и плодовитость. Выездная форма попроще, у нее белая основа, но оригами нанесены на рукавах. Домашняя форма Испании сделана в традиционном стиле и без особых наворотов. Выездная футболка небесно-голубая и с приятным волнистым узором. У домашней формы Аргентины традиционные голубые полоски. На этот раз они получились фактурными и броскими за счет узора. На спине две тонкие полосы по центру совмещены с двумя широкими по краям. Выездная майка фиолетовая и с огненным узором, вдохновленным майским солнцем, одним из национальных символов Аргентины, помещенным на флаг государства. Оно олицетворяет собой инкского бога Инти. У Уэльса красная форма в мелкую диагональную полоску, которая образует зигзагообразный узор. Выездная кипа белая с красно-зеленым зигзагообразным узором на воротнике и по бокам на спине. Ну и напоследок оставим Мексику. С ней Adidas заморочился. Домашний комплект получился в родном зеленом цвете, в котором команда не играла аж с 2018 года. Принт вдохновлен Кецалькоатлем, одним из главных богов пантеона ацтеков и других древних цивилизаций Центральной Америки. Со спины можно увидеть оперение божества. По задумке это должно окрылить каждого игрока. Узор спереди напоминает головной убор с перьями, который в древней мексиканской культуре олицетворял силу, придающую доблесть любому, кто ее носит. Выездная футболка тоже вдохновлена Кецалькоатлем, только узор растекся уже по всей майке. Настоящее искусство. Адидасу можно только сказать спасибо за такую работу. Nike одевает почти половину чемпионата мира. В их профайле 13 сборных. Давайте посмотрим, переросло ли количество в качество. Начнем с Канады, которая осталась без новой формы. У нее просто красная и белая футболки без наворотов. Nike объяснил отсутствие релиза тем, что у Канадской Федерации сложился другой цикл разработки форм, но кажется, причина в том, что ни Nike, ни Федерации не верили в выход на чемпионат мира. Канада 36 лет не играла ничем, и в начале отбора на Мундиаль в Катаре сборной давали минимум шансов на выход. При этом релиз формы надо планировать сильно заранее. Процесс разработки занимает около года. У Бразилии обе формы вдохновлены окрасом ягуара, национального символа духа и мужества. На желтой домашней футболке он нанесен по всей ткани, на синий выездной — на рукавах. Не так давно президент Бразильской Федерации футбола Эднальдо Родригес заявил, что было бы неплохо пересмотреть действующее соглашение с Nike. Бразилия считает, что 37 миллионов евро в год — слишком маленькая сумма. Бренд должен платить больше. И Федерация рассчитывает помимо фиксированных выплат на комиссию с продажи атрибутики. Nike пока не ответил. Интересно, смогут ли стороны договориться? Вы вообще представляете себе пентакампиона в форме от другого производителя? У хорватов на домашней майке традиционная шашечка, но в новой интерпретации. Клетки нанесены хаотично. На выездной футболке тоже есть немного шашечек, но в районе груди и на рукаве. Причудливый дизайн вдохновлен приливами и отливами Адриатического моря. Англия будет играть на чемпионате мира в двух комплектах. Первый белый с небесно-голубым и темно-синим узором на плечах. Второй красный с воротником поло. В целом получилось без фишек и глубоких смыслов. Домашняя футболка у Франции без сюрпризов, выполнена в темно-синем цвете с золотистой отделкой. А вот выездной комплект вдохновлен принтом туаль де жуи. Так называют хлопковые ткани с одноцветными рисунками, на которых в основном изображали пейзажные мотивы и сцены из сельской жизни. На футболке сборной Франции нарисованы гальский петух, триумфальная арка, Академия Клерфонтен и сцены революции. У Португалии обе формы вдохновлены флагом. Домашняя футболка красно-зеленая, поделенная диагональной линией и символизирует флаг, обернутый вокруг тела. На выездной майке цвета флага нанесены в виде горизонтальной полоски на груди. Оранжевая домашняя форма Нидерландов выделяется принтом, напоминающим гриву льва. Лев — символ страны, он присутствует на эмблеме Королевского футбольного союза и гербе Голландии. Выездная майка попроще, синяя и с оранжевой отделкой. У Кореи форма тоже вдохновлена многолетним национальным символом — тигром. Отразили это в виде принта на красной футболке в районе рукавов и плеч. Яркая и броская расцветка выездной формы вдохновлена корейским символом тегик. Это красно-синий знак с флага страны, который представляет баланс во вселенной. Домашняя форма США от Nike задизайнена в стиле NFL. Свуш изображен на рукавах, а по центру массивная эмблема сборной. Выездная кипа тоже как из американского футбола, но с принтом в стиле тай-дай. Это способ окрашивания одежды, где предмет завязывается в плотный узел, после чего наносится краска на ткани. После высыхания можно увидеть результат – необычный орнамент или абстрактный узор. Форма Австралии отсылает к экосистеме страны. Желто-зеленая домашняя напоминает необжитые лесные угодья, а темно-синяя гостевая вдохновлена богатым биоразнообразием окружающих океанов.
океанов. Кстати, выездная футболка сделана по тому же шаблону, что и домашняя майка Интера. Польша получила два минималистичных комплекта. Графика на рукавах домашней футболки символизирует перья белого орла, символа страны. Выездная майка просто красная. У хозяев турнира Катара простая бордовая домашняя футболка с зубчатой отделкой на рукавах, отсылающей к флагу страны. А вот выездная майка поинтереснее. Она вдохновлена побережьем Катара и жемчугом, за которым обычно ныряли. В движении комплект должен напоминать песчаную бурю под засушливым солнцем. У Саудовской Аравии, соседей Катара, на домашней форме изображены пальмовые листья. Это главное дерево саудитов. Оно символизирует ценности королевства: людей, наследие, историю и ресурсы. Выездная форма зеленая, в цветах флага и с броским принтом. Ну что, друзья, пишите, как вам этот выпуск, за кого будете болеть на этом чемпионате мира, ну и у кого самая крутая форма. Напоминаю про наше голосование в Телеграме, переходите, каждый голос очень важен. Не забывайте подписаться на канал, если еще этого не сделали, для нас это очень ценно. Ну и если не видели прошлые видосы, тоже сделайте это, найдете их здесь, здесь, здесь. Я Юра Русанов, Мяч Лаб, цените красоту. Пока.